FL Studio 20.8.2 Visualizer. Разрешить экспорт основного звука. Окно настроек канала теперь показывает, какой режим растяжения используют при выборе авто. Открытие стойки каналов или список воспроизведения в зависимости от того, где вы щелкаете правой кнопкой мыши переключатель Pad и Song. FPC пэда теперь можно клонировать путем перетаскивания. Тюнер, время отклика, предыдущий быстрый режим. Теперь можно определять с большой точностью ручка. Улучшено диалоговое окно с предупреждением о размере проекта. 3x OCK добавлена поддержка ввода значений с учетом контекста. Параметр EQ2 добавлено значение привязки нот из всплывающего окна маркера. Диапазона во всплывающем окне регулятора частоты. Not Off улучшенная поддержка скорости выпуска. Piano Roll зацикленные прозрачные ноты отображаются поверх нот, которые пересекают маркер цикла. Control Surface добавлен цвет полосы прокрутки, свойство для управления с клавиатуры. При выборе элементов в браузере иногда отображается загрузка Start SND в качестве подсказки. Fruity Convolver не опубликованные элементы управления не отображают значения параметров при наведении курсора. Пункт меню «Установить» отсутствует во всплывающем окне параметров плагина. Пустой проект открывается без надобности при загрузке программы. Fruity 7 Band Q старые настройки вызывают проблемы с процессором. Панель управления. Элемент управления цифрами не регулирует размер шрифта при более высоком масштабировании. Обертка. Окно плагина Velvis 12.8 исчезает при использовании предустановленного браузера. Сценарий – необработанная длинная подсказка для некоторых параметров плагина. Flex – имена макросов не отображаются в правильном регистре. Визуализатор – эффект Neptune Racing имеет визуальные глюки. Дисковое пространство, отображаемое в окне рендеринга, неверно для больших значений. Различные подсказки на дисплее Fire в программе. DirectWave – громкость канала игнорируется при воспроизведении нот на клавиатуре предварительного просмотра плагина. DirectWave – ручка изменения размера для зон не масштабируется должным образом. Maximus и параметр EQ2 сбои при некоторых частотах дискретизации при включенном режиме Lean и передискретизации. Нажатие кнопки «Отмена» в сообщении о перезапуске после разблокировки не закрывает окно разблокировки. Демонстрационный проект New Stuff не отображается, если пользователь разблокирует при первом запуске. Beep Map – сбой на рабочий стол. Монитор производительности плагина не прокручивается при использовании клавиш вверх-вниз. Granulizer – анимация логотипа активна, когда анимация отключена. Первая точка объединенного клипа автоматизации может быть потеряна в некоторых случаях. DirectWave – окно выбора не отображается при загрузке звуковых шрифтов для некоторых инструментов. Клонировать со ссылками не отображается, если канал клипа автоматизации не установлен и выбран в стойке каналов. macOS Visualizer. Проблема экспорта в Big Sur. Отображать предупреждающее сообщение при выходе, если пользователь изменил язык. Аварийная разблокировка FL Studio. Стойка каналов не переключается на все, когда все каналы в группе фильтров удаляются. Сбой при обнаружении темпа. Примечания в редакторе графиков показывают 0 для октавы. Задержка 3. Шум при использовании плагина в течение некоторого времени. Flex. Некоторые пресеты звучат иначе, чем раньше. macOS исправлена дополнительная ошибка Rosetta. Некоторые плагины теперь могут отображать значения в виде текста для скриптов MIDI. Keyboard Controller DX10, Drum Synth Live, Kick и Plucked. Добавлен пункт «Разгруппировать выбранное» в всплывающем меню для паттернов на панели выбора. Сценарий. Добавлена функция Device getLinked param name. getLinked value string. Функция выбора следующей и предыдущей предустановок в подключаемом модуле.
Нарушение доступа во время записи цикла. Отчет о сбоях. Сброс времени растяжения при открытом стороннем подключаемом модуле. Сбой при изменении шагов в пошаговом секвенсоре. В предупреждении об изменении языка не отображается название текущего языка на кнопке «Вернуть на». Ожидание ввода не соответствует фильтру записи. Ожидание ввода не прекращается, когда пользователь отменяет запись, и отметка только при записи китайских иероглифов, отсутствующих в различных плагинах на Mac. Flex. Ошибка на вкладке «Бесплатно» или «Сохранить» при нажатии на большинство предустановок. Wrapper. VSP Avenger вылетает при закрытии окна редактора. Wrapper. Параметры, измененные плагином Console One, не отображаются должным образом в его OCD. macOS. Мгновенный визуальный сбой, пока программа закрывается. Отсутствие диалогового окна сохранения при входе из программы в пробном режиме после внесения изменений. Замораживание при завершении циклической записи треков в списка воспроизведения. Patcher. Высота звука VST неверна для голосов, полученных от плагина VFX. Некоторые плагины показывают неправильные названия.